Всем привет! Вы на канале IG Daily, и здесь мы рассказываем о жизни в эмиграции и как к ней привыкнуть. А тема у нас сегодня такая: а ты это также делаешь за границей? В предыдущих наших видео мы очень много говорили о проблемах в эмиграции, с которыми каждый сталкивается. О том, как падает наша самооценка, какие для этого есть причины. И в комментариях под прошлым видео одна девушка нам написала, что вот часто те, кто переехал давно, недооценивают, может, сложности тех, кто переехал совсем недавно. Говорит, что вот раньше было сложнее, а у вас сейчас намного легче уже есть. Это правда, мы все переезжали в разных условиях. Кто-то переехал 20 лет назад и жил в казармах, но получил, например, сразу гражданство. Кто-то приехал, жил в квартире, но гражданство ждал 10 лет. И у нас абсолютно разные условия. Но абсолютно точно одно, что всем сложно. И так как скоро Новый год, мы решили, что и так у всех хватает каких-то забот, проблем, хочется успеть больше всего сделать, завершить какие-то свои дела. И сегодняшнее видео мы также хотели посвятить эмиграции, но немного в легком формате, чтобы вы, возможно, отдохнули, улыбнулись и поделились также своей информацией, своим опытом. А также мы сегодня поговорим точнее о том, что же нас всех объединяет в эмиграции. Итак, первый пункт, что у нас? Неважно, когда вы переехали, все равно почему-то сразу все эмигранты начинают искать за границей. Что? Гречку, творог и селедку. Необъяснимо, но факт. И это так, будто это вот какой-то такой частичка родины, которой там не хватает. Если ты нашел, то все немного успокаиваешься. Ладно, гречку, а некоторые еще и пиво берут местное свое. Свое пиво даже. Да, берут там Балтику или Оболонь или еще что-нибудь. Это мне, конечно, улыбает всегда сильно. Да, особенно когда в Германии столько сортов пива. Мы, кстати, гречку тоже искали сначала, когда переехали. Недолго ее искали, мы быстро нашли. Вот. Второй пункт – это языковой винегрет. Всех жутко бесит, когда в русский язык вставляют английский либо немецкие слова, и наоборот, когда говоришь на немецком, на английском языке вставляешь русские слова. Но парадокс в том, что ты все равно это делаешь, потому что так иногда намного легче выражать свои мысли. И следующее, это, наверное, самая другая ступень такого кринжа, когда ты к немецким или английским глаголам добавляешь русские окончания. Делаем такое. Ну, делаем. Мои племянницы маленькие были, говорили: мама, мах калитка отцу. Например, закрой калитку, да, и половину по-русски, половину по-немецки слов. В Германии есть такое же тоже, там, термин слова, ты его не заменишь никаким другим словом. Ну, намного проще сказать термин, чем говорить на русском: у меня там встреча или назначена встреча у врача или что-то такое. Проще сказать термин. Ну да, просто там нет слова, как бы, там, у меня назначено, кого назначено, что назначено тебе. Ты говоришь термины, всем сразу понятно. Или, например, вчера дочка делала уроки, я ей объясняла там что-то по умножению, и я поймала себя на мысли, я говорю: вот здесь ты мультиплицируешь. Ну, не мультиплицируешь, а умножаешь. Но вот я, да, тоже использую это. Так что мы тоже, к сожалению, этим грешим. Делитесь, кстати, в комментариях своими примерами, что вас раздражает, какие слова, например, или какие вы тоже часто сами, может быть, используете в повседневной жизни. Будет интересно посмотреть и даже посмеяться вместе. Да. Следующий пункт у нас режим чемодана. То есть, неважно, сколько мы тут прожили, всегда там стоят чемоданы, да, и готовые сорваться резко с места. Ну, может быть, чемоданы прям не стоят у всех, конечно, где-нибудь в коридоре, но какая-то часть вещей абсолютно точно, которую ты привез с собой из родины, у тебя так и осталась лежать либо не разобрана, либо ты ее все это время так и не использовал, не доставал. И действительно вот это чемоданное настроение, что если что, ты готов вот опять там сорваться и переехать. Вот это внутреннее такое состояние, ну, очень сложно проходит. Ну, у нас, конечно, такого нету. Хотя где-то твое свадебное платье лежит, да, еще? Нет, мое свадебное платье у родителей, а вот рушник свадебный мы привезли, он действительно у нас до сих пор лежит где-то. Следующий пункт — это, конечно же, поиск своих специалистов, своего врача, своего парикмахера, своего мастера маникюра. И только кажется тогда, вот когда ты всех нашел, все, можно расслабиться, ты закрыл свои потребности. И причем своего это не обязательно значит, что он русскоговорящий должен быть, либо выходец из каких-то наших восточноевропейских стран.
вот это просто будет твой специалист, твой мастер, которому ты доверяешь и готов вот ходить следующие там 10 лет, например. И я сегодня буквально разговаривала с подружкой, она очень рада, что в последнее время, конечно, появилось в Германии очень много наших мастеров, это касается и по волосам, например, мастеров по окраске волос, и маникюров, и косметологов и так далее. И вот она прям счастлива, что все, у нее все есть, и она может спокойно жить. Следующий пункт у нас двойная жизнь календаря, то есть празднуем 2 раза Рождество, там Старый Новый год, обычный Новый год, 2 раза празднуем Пасху или еще что-нибудь. Конечно, мы это тоже раньше делали, но на сегодняшний день мы уже по европейскому календарю все делаем, потому что выходные дни выпадают на европейские, а не на наши. Поэтому мы празднуем Рождество до Нового года, обычный Новый год, Пасху мы тоже европейскую празднуем, католическую, можно сказать. И эта тема для нас лично уже закрыта, но... Но я, кстати, не совсем здесь соглашусь. Мы же привыкли, что все-таки в наших странах большим праздником считается Новый год. Да? Он более такой шумный, ты больше готовишь на стол что-то интересное, больше гостей приглашаешь. А Рождество все-таки тихий семейный праздник. В Германии немного по-другому. Рождество, безусловно, тоже семейный праздник, но к нему готовятся больше, чем к Новому году. И мы все еще готовимся к 2 праздникам больше. У нас, наверное, и Рождество, и Новый год равносильно большие праздники для нас. И мы до сих пор дарим подарки и на Рождество, и на Новый год. Вот здесь мы так и не смогли отойти от этой традиции. И я не знаю, не понимаю до сих пор, как наша дочка не задает вопросы, почему Дед Мороз приходит дважды. И на Рождество, и на Новый год. Мы дарим детям основные подарки все-таки на Рождество, но на Новый год стараемся хотя бы маленький подарок какой-нибудь подарить и друг другу, и детям, например. Но такой момент тоже есть. И наше Рождество, которое в январе, мы, конечно, не празднуем его, так как здесь католическое, например, в декабре, но мы все равно о нем обязательно вспоминаем, поздравляем своих родителей. Вот, и такой у нас семейный ужин небольшой все же есть. Следующий пункт очень интересный, это, конечно же, все польские, русские, украинские магазины с продуктами. Ты туда заходишь, на тебя накатывает какая-то ностальгия, наверное. Причем там продаются продукты, которых и в наших-то странах уже давным-давно нет. Я помню, мы когда приехали, зашли вот в один из таких магазинов, там продавался одеколон, как он там назывался, Красный Октябрь, например, или какие-то вот эти вот халатики, которые женщины раньше носили в Советском Союзе, в такие разные, в цветочек какой-то рисунок. Но что мне нравится, ты там всегда найдешь конфеты своего детства. Я, например, обожаю лещину, и всегда они есть. И часто, когда ходила, я даже фотографировала маме и говорю: вот, мама, смотри, у нас тут есть, например, киевский торт у нас здесь продается, у нас мои любимые конфеты лещина продаются, у нас то есть, чего даже у них может уже не продаваться в это время. Поэтому это такой даже магазин не столько, куда ты идешь за продуктами, хотя, конечно же, тоже, но и немного поностальгировать, посмотреть какие-то, не знаю, как гор, который продается еще, или крымское шампанское, хотя это вовсе не шампанское, например. Но вот такие моменты тоже есть. Следующий пункт – это гиперконтроль документов. То есть у всех есть своя папочка, где лежат все документы. Ну, я не считаю, что это плохо, это наоборот хорошо, что вы знаете, где у вас документы, и вдруг что, можно всегда схватить эту папку и бежать. И опять уехать с чемоданами, которые вы с предыдущего пункта так и не убрали. Это правда. Папка и папка с папками у нас тоже обязательно есть. И даже есть сумка с пакетами. Сумка с пакетами есть, но с большими, ладно, у нас не вот эти вот полиэтиленовые маленькие, а просто большие многоразовые пакет сумки. С пакетами. Сумка с сумками. Сумка с сумками. Необъяснимо, но факт. Ты всегда, как эмигрант, узнаешь своих в толпе. Непонятно почему, у нас же с европейцами один цвет кожи, у нас один разрез глаз, мы все же похожи. Но ты всегда очень точно будешь знать, а вот это, например, идут наши люди. Причем им даже не обязательно заговорить. Они могут просто посмотреть на тебя или даже не смотреть, и ты точно узнаешь, что это наши. Ну, я различаю это сильно, например. Если девушки, то в большинстве своих случаев накачанные губы, макияж,
например, если просто куда-то выйти, это спортивный костюм, если ближе куда-то к центру, это какие-нибудь там юбки, еще что-нибудь. Ну, я сразу различаю. По мужчинам тоже. Обычно это такая сумка через плечо, либо еще какая-нибудь, как она называется, кенгурушка, только носишь ее не на животе, а так Барсетки. Барсетки, да, штаны спортивные тоже, ну, не именно спортивные, а такие, как они, футбольные называются, там, кроссовочки. Ну, короче, таких людей сразу я различаю вообще по виду. Немцы так не одеваются. Ну, даже взрослое поколение, вот мужчины и женщины, допустим, около 60 Ну, лет, это ты все тоже. равно их тоже всегда узнаешь. Не обязательно это должны быть каблуки, туфли, так даже, ну, не одеваются уже даже наши здесь, мне кажется, но все равно заметно. Пишите, кстати, в комментариях, как вы отличаете наших в толпе. Да. Только не говорите, что по какому-нибудь угрюмому виду, хотя все говорят, что немцы угрюмые. Но пишите, будет интересно очень почитать. Следующий пункт – это такая домашняя мини-родина. Как мы сказали, у нас есть до сих пор наш рушник, например, со свадьбы. У кого-то, я знаю, есть уголок там с иконками, например. У других на холодильнике до сих пор висят магниты. На русском языке, возможно, написаны либо просто магниты из других стран. Из Крыма. Из Крыма магниты у нас есть, или открывашка какая-нибудь такая. Все равно какой-то уголок у каждого присутствует. У нас также в детской комнате, например, есть полка с книгами на русском языке. У нас дочка читает и на русском, и на немецком языке, поэтому книги у нас тоже есть. Если кто-то придет в гости, иностранец какой-нибудь, либо немец местный, они наверняка найдут какие-то пункты, почему они могут определить, что мы все-таки не рожденные в Германии. Ну и последний пункт, который касается особенно людей, которые уже здесь давно прожили в эмиграции, за границей. Где я теперь свой? То есть вы приезжаете домой, вам там дико, и вы такие, да нет, я уже здесь не свой. И сюда приезжаете за границу, и здесь вы еще не свой. Это тоже интересно. Это даже немного грустно, потому что ты, как в песне, я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой. То есть ты приезжаешь домой в надежде, что вот, я приехал домой, а понимаешь, что нет, уже все-таки очень много тебе здесь чуждо. И когда возвращаешься, а там же говоришь, ну все, я поехал домой, то есть обратно в Германию или в любую другую страну. И ты, конечно, чувствуешь здесь уже свой дом, но под некоторым моментом все равно ты здесь остаешься иностранцем. И да, действительно, вот такой парадокс, что это абсолютно новая жизнь, другая, не такую, какую ведут большинство, возможно, людей, к этому привыкаешь, но это все равно остается частью твоей жизни, наверное, навсегда. Да, это правда. Поэтому пишите в комментарии ваши мысли, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы приходило уведомление, когда выходят новые видео. И также подписывайтесь на канал, потому что также много смотрят видео людей, которые просто один раз заходят и смотрят. Подпишитесь на канал, сделайте нам приятно, сделайте вам приятно. И до скорых встреч. Спасибо большое. Всем спасибо и всем пока. Пока.